Сережа, спасибо большое, что ты нашла время. Если сказать честно, у меня много разных ярких героев, но самый желанный герой – это ты. Да, мне написал человек, он спросил меня, что за проект это «Крылья нации». Я сказала, что ищу героев, которые будут яркие, мыслители, которые делают что-то интересное и полезное. Есть ли у него какой-либо человек, которого он может назвать героем? Он сказал, я знаю только одного такого человека. И назвал тебя. Но он сказал, что взять интервью у тебя будет достаточно сложно, потому что от природы ты очень скромная. Я рада, что смогла найти слова, и нужные слова, и ты согласилась на эту встречу. Я знаю, что основополагающим твоим решением согласиться было то, что на твоем примере, возможно, найдутся люди, которые решатся на то, что не могли решиться давно. Давай тогда расскажем им немного о тебе и то, о чем ты занимаешься. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? 37. Я когда узнала это, я была очень удивлена, почему молодая женщина занимается тем, чем ты занимаешься. Ну, честно говоря, себя молодой не считаю. Для таких действий это и для таких поступков я считаю, что это уже большое очень достижение для такого возраста. Не знаю. Я всегда жила так, что старалась что-то такое хорошее сделать. С самого детства? С самого детства я была помешана на детях. Меня ругали за это. Почему? Потому что слишком? Да, моя покойная бабушка, она считала, что это неправильно. Я когда видела деток, я спотыкаясь бежала за ними, чтобы с ними поиграть, понянчить их. Какое у тебя было детство? Ты можешь его характеризовать, счастливое или сложное? Оно было больше сложным, но вот я сейчас взвешиваю все, как живут другие детки, и мое сложное, оно было счастливым, в отличие от того, что я вижу сейчас. Сложное, но очень сложное. Ты замужем? Нет, я одна воспитываю деток. Расскажи, пожалуйста, с какого возраста ты стала брать детей, ухаживать за ними? Ты берешь опекунство над ними? Я беру больного ребенка одного, делаю сначала опеку. Там опекунские всего лишь 5000 дают, 5500, но они играют большую роль, потому что каждая копеечка, она дорога. Я имею в виду, ты удочеряешь, А потом удочеряю детей. или усыновляю, да. Сколько детей уже ты взяла? Я 4. У меня есть еще свой. Одного из 4 я брала уже большой, довольно взрослый. Она сама просила, чтобы ее взяли. И как это произошло? Как она просила? Все знают, что я люблю детей, и что я исповедую религию Аллаха, как бы ислам, и мне мой Господь помогает, внушает, как вылечить их. Я беру больных, и у меня получается их исцелить. Вот. И все знают это, и когда они слышат, что есть какая-то сирота, которая нуждается в помощи, они обращаются ко мне. Все мои знакомые. То есть со своими детками приходят? Или просят забрать тебя? Они говорят, что есть сирота, которая нуждается. Может, ты поможешь? Вот. Меня знают в разных республиках, и бывают случаи, когда ко мне обращаются. Или же за советом, как им можно помочь. Вот так я про эту девочку узнала. Мне сказали, что какая-то девочка обратилась с просьбой, чтобы ее взяли. Она сама с города Иваново была. Я через министерство, через отдел опеки все узнала, есть такая, существует или нет, и собрала все необходимые документы, поехала, забрала ее. Как ребенок реагировал, когда ты приехала за ним? Она была очень счастлива. Я поехала с младшей своей девочкой. Она
мой хвостик. И она сначала ее обняла, потом меня, но она была очень счастлива. Я собираюсь еще взять сирот, и у меня есть статус приемная семья. Он мне очень тяжело дался, этот статус. И я по закону я имею право иметь 12 детей. Как приемная семья. А потом есть еще закон, который позволяет до 30 детей иметь. И если мне Господь даст здоровье, необходимые квадратные метры, если мой Господь меня поддержит, а Он с сиротами всегда поддерживает, оттуда, откуда ты не ждешь, дает. Я собираюсь стать очень многодетной мамой. Скажите, какое взаимоотношение у ваших деток между собой, когда они только начинали знакомиться, когда они подрастают? Как вы сохраняете мир между ними? Очень красивый вопрос. Вообще я в основном беру сирот грудных. И учитывая, что они груднички, они растут с мамой, со мной, со своим братом старшим и с другими сестренками. То есть там очень тесная связь. Они родные все. Но для тех, которые уже подросли, детки, мы периодически в детский дом ходим. Навещаем деток, смотрим, играем. И когда мы возвращаемся домой, они просят: давай мы возьмем еще кого-нибудь. Мам, ну давай. Для них это нормально. У меня сестра Наташа, она как-то с ними поиграть решила. Во взрослые разговоры. Она задает взрослые вопросы, чтобы детки отвечали, и она смеялась. Это ее любимая игра. И она кучу вопросов задала, они посмеялись, и дошел вопрос до деток. Моя сестра спрашивает: а вот откуда детки берутся? Младшая опустила глазки, засмущалась. А старшая говорит: можно я? И моя сестра говорит: ну, отвечай. С детского дома. Моя сестра говорит: да, семья, конечно, интересная. Мои дети очень любят детей, и они очень жалеют сирот, и то есть их сердца открыты для других детей. Они просят, чтобы я взяла именно с детского дома. Они у вас очень чистые, но вы не боитесь, что когда они подрастут, жизнь будет к ним достаточно жестоко, как зачастую бывает? Не будет. Почему вы в это верите? У них есть я. У них есть в первую очередь их Господь, который их оберегает. А среди людей у них есть мама, которая, какой бы она мягкой и доброй ни была, но, например, отдел опеки очень хорошо знает, что я женщина с характером. Я их в обиду никому не отдам просто. Извини за некорректный вопрос. Ты была замужем? Да. А вот у тебя ребеночек от этого. Да, у меня есть один сын. Вы разошлись или ты вдова? Нет, я не вдова, мы расстались. Понял. Извини за бестактный вопрос, почему? Я не хотела бы. Вы не сошлись характером или в каких-то взглядах? Нет, все хорошо было. Между вами было все хорошо, но просто произошла причина. Трудности были какие-то. Ты уже во время брака забирала деток или после начала, когда уже осталась одна, без супруга? Во время брака я уже хотела этого, но начала брать деток, когда... так просто сложилось. Тот человек, за которым я была замужем, он очень хорош, он благородный, и он тоже любит сирот. Сожалею в таком случае. То жизнь еще долгая, неизвестно, что ожидать. Хадижа, тебя так прозвали в народе. Да, это мой круг. В честь одной из жен пророка Мухаммада? Да, так получилось. За твои добрые поступки? За склонность, наверное. Расскажи, что ты чувствовала, когда впервые брала ребенка? Первый раз.
был мальчик, вот самый взрослый? Девочка. Девочка. Вообще, когда берешь больного ребенка, почему-то в детском доме врачи, они начинают отговаривать. Первого ребенка ты взяла больного. Да, говорили, что она не выживет, у нее там порог сердца, довольно сложный был. У нее окошечко увеличивалось первое время, и она мне тяжелее всех далась. Я ее почти 2 года удочеряла. А у тебя было с оформлением проблем? Да. Потом, вот я знаю, что я слышала, что людям, которые не в браке, это еще сложнее. Нет? Нет. А правда ли, что надо платить достаточно большие суммы? Или как-то... Просто я часто слышу, что многие женщины, там есть несколько причин, почему они не решаются. О них хотелось бы тоже поговорить. Первая причина – это чужая кровь, и вдруг кровь взыграет с годами, и сколько ты не леешь, не вкладываешь, вдруг это обернется против тебя. Очень распространенная версия. Вы считаете это заблуждением, или все-таки в этом есть истина? И стоит ли этого бояться, опасаться? Кровь, ее не поменяешь, она действительно присутствует, но они неправильно рассуждают. Почему? Сейчас объясню. Люди сейчас озабочены тем, чтобы заработать побольше, чтобы дать счастливое детство своему ребенку. Но они забывают самое главное – воспитывать. Это верно. Они не вкладываются в ребенка. Вот смотрите, целый день ты работаешь с утра до ночи, ты возвращаешься домой уставшим. И они приносят, в основном, основная масса приносит своему ребенку то, что ему необходимо, но он не может ему уже дать внимание. Но ребенок же взрослеет. Он без этого внимания взрослеет, он уже, теряется вот эта связь тесная, которая должна быть между родителями и детьми. Понимаете? И неважно, приемный или родной, абсолютно неважно. Что ты вложишь, то и получишь. Сосуд пустой. Да. Ты вложишься в своего ребенка душой, это тебе вернется в старости. Я с вами согласна, Хадижа, потому что зачастую люди думают о том, как одеть, как получше одеть. Начинается гонка материального. И упускается самое ценное – воспитание, теплота. С этим я согласна абсолютно. Тогда задам вопрос встречный. Многие люди, пары считают, допустим, женщина считает, я как могу себе позволить не работать, особенно в мегаполисах. На дому. На дому. Вот я удивлена. Вы достаточно живете скромно, в материальном плане. Потому что в духовном я считаю, что вы очень богатый человек. Я знаю, что часто у пары возникает проблема. Это вторая причина, по которой они тянут с усыновлением или удочерением. Что надо платить какие-то очень большие суммы, даже не буду их озвучивать, очень большие суммы для этих регионов. Как у вас получается взять ребенка, не думая, что вы можете там... Хотя, мне кажется, это что в корне неправильно. Это получается купля-продажа человека уже, просто на государственном уровне. Но как у вас получается взять дитя на воспитание, обойти эти сложности? Что вы могли посоветовать людям? Быть настойчивыми. Я очень настойчива. Очень пробивная и настойчивая. И если я поставила цель, добиваюсь. Можно без денег этого добиться? Или все равно надо что-то придумать, где-то уступить, чтобы выиграть большее? Просто настойчивость проявить. Во всем? Во всем абсолютно. Стучать во все двери? Во все двери. В прямом смысле этого слова. Вот вас не попрекают тем, что вы удочеряете, усыновляете детей? Общество? Кто-либо? Да, бывает, что многие не понимают. Очень многие не понимают. Почему? Как они позиционируют? Некоторые говорят, что как можно, будучи
ну, бедной, да? В некоторых Финансово. пониманиях, да, бедность это вот, Зачем ты их берешь? да. Что ты сможешь дать этим детям? Я скажу так, что этим детям в первую очередь я даю семью, тепло, любовь, заботу и веру в то, что ну, добро есть. И я их учу быть добрыми. Я их учу уповать на Аллаха в первую очередь, а потом верить в добро, творить добро, любить. Вот я заметила, что некоторые люди считают, что они творят добро, а иногда ими правят страсти человеческие, гордыня. Они ее не осознают, но она ими правит. Гнев. Мне кажется, все, что связано со страстями, это от дьявола. Вот когда ты поступаешь во имя людей, жертва собой, это путь Бога. Как только у тебя личное начинает, Да, да. вот как людям понять эту грань между... Потому что я даже относительно недавно встречалась с людьми, и они искренне верят в то, что они говорят, но я вижу, что ими правят эмоции, эти страсти. Как им понять, что такое добро, что такое хорошо, а что такое плохо? Ну, обычно добро, ну, когда ты делаешь добро, ну, в основном во всех планах это в убыток себе, но в душевном плане это все плюсы. Но во всех планах это в убыток себе. В плане материальном, там, еще каких-то планах, но именно вот душевное, да, вот твое внутреннее, оно на высоте. Оно неописуемо, его описать невозможно. Там свет какой-то Благодать есть. Божья, не зря говорят. Да, там, ну, свет. Его не описать. Вот я еще раз вернусь к детям. То есть люди, которые попрекают даже в таком деле вас, им лучше, чтобы эти сироты были холодные, голодные и тем более недолюбленные где-то в приютах, Но они нежели чем у считают... вас. Ну, я пытаюсь понять, руководствуются чем они. Они считают, что если ты им не сможешь подарить хоромы, автомобили, когда они подрастут, их брать не стоит. Наверное, вот как-то так они рассуждают, потому что мне говорят, вот они подрастут, и что дальше? Ну, те дети, которые росли в заботе, в любви, ну, я и в дальнейшем буду, естественно, это уже мои дети. И я буду им делать ровно все, что в моих силах и не в моих силах. Я обычно так живу. Могу, Вы не могу. берете только больных детей? Здоровых тоже, но ну вот большая взрослая девочка, она была здорова. Она уже замужем у меня просто. Она уже замужем? Да, у нее детки, она счастлива. Спасибо вам большое. Самому маленькому сколько? 2 годика, 19-го будет. Он тоже болеет ДЦП. Его мама вызвала роды искусственно Зачем? в неполные 5 месяцев. Зачем? Хотели избавиться? Нежеланный ребенок был. Она была замужем или это Нет. брачно? Он родился мертвым, когда я о нем узнала, когда в другом детском доме была в Иваново. Его предложили одной женщине, которая хотела взять малыша, но он был при смерти. Но она мне рассказала о нем, вот что-то ёкнуло. Приехала, забрала, собрала все необходимые документы, познакомилась с ним, пока документы были на подписи. Сколько ему тогда было месяцев? 5. Прям 5. Да. Вы его выходили, я видела малыша. Мы его показывали. Ну, он был очень тяжелым. С ним меня больше всех отговаривали. Он даже головку держать не мог. Сейчас он там в игрушки играет. Да, он сейчас как втащит. Звездочки будут перед глазами долго. Дерется? Еще как. Ну, вообще, ваши детки добрые. Они очень добрые. Не потому, что мои детки.
учу их уступать место, учу платить за пожилых людей. Я очень люблю пожилых людей. Я вообще хотела вместе с сиротами, Пожилых еще забрать. да, чтобы мои дети видели, что они тоже станут когда-то такими. Я видела какой-то опыт относительно недавно появился, но он разработан целой делегацией в Америке. В доме престарелых старички, или они приходят в дом малюток, брошенных деток, и ухаживают за ними. И между ними такая связь и такие теплые фотографии. Почему у вас не получилось? Ну, в первую очередь, да и во всех смыслах, это из-за финансов. У меня моя квартира, она трехкомнатная. Я снимаю сейчас большой дом, но вот я сейчас собираюсь еще больше дом снять или купить, ну, с частичными выплатами. Там нужна определенная квадратура. А вам помогают люди или кто-нибудь? У меня есть мой круг определенный, ну, мусульмане, да, вот. Они стоят рядом, помогают, да? Они всегда рядом. Аллах помогает, помощь всегда нуждающимся Облегчает. через... Он облегчает посредством тех, которые рядом со мной. Они безумно красивы поступками, эти люди. Да, поступки говорят о людях больше, чем слова. Почему говорят, благословение в дом приходит через сироту? Приходит. И Когда... даже, извините, что перебиваю, даже когда много лет бесплодная пара, 10, 15, 20 лет не могли родить ребенка и более, установив или удочерив ребеночка, в следующем году они ждали пополнения уже. Да. Почему так? Аллах выделяет сирот. Господь, твой Создатель, наш Создатель, Он выделяет сирот. Так как сирота уже остался, да, вот преданным родными. А тем более, если еще посягали на здоровье сироты, он имеет, ну, определенный статус перед своим Создателем. И вот вы идете, да, и делаете добро сироте. Вы его гладите по голове. Вы с любовью к нему относитесь, лелеете, любите, воспитываете. Воспитываете во всех смыслах, баловать нельзя. Можно любить, ценить и учить их ценить, но баловать нельзя. Можно сказать, я замечала, когда родители становятся самыми худшими, наверное, ну не врагами, но вредителями своим детям. Две крайности. Первое – это когда дети недолюблены, вне зависимости от того, родные или сироты. И вот эту злость, ярость, они какие-то уже... Вот они инвалидами, наверное, становятся в какой-то мере, если сами себя не смогут вылечить. Да. И второе, это когда люди, родители... От них общество страдает обычно. Да, страдает, это правда. И второе, это когда на все закрывают родители глаза. Вместо того, чтобы сказать не во имя справедливости, они могли бы встать на сторону совести, а они покрывают грехи своих детей, тем самым увеличивая их прегрешения все больше и больше по водовороту. И даже я не знаю, что из этих зол хуже. В моей семье, если малыш, допустим, сделал что-нибудь неправильное, я ему объясняю, что нельзя, но объясняю так, чтобы... Почему нельзя? Если я от своего ребенка что-то хочу, я ему объясняю, по какой причине я от него этого хочу. То есть какая польза и какое благо будет для него. Не для меня, для него. Ребенок понимает и делает так, как нужно, как правильно. Если ребенок повторно это сделал, я сажаю и объясняю, что нельзя было. Вот ты сделал это повторно, и получилось вот так-то. Ну, плохо. И ребенок видит, какое плохо получилось, понимаете? А так покрывать, лелеять, прощать. Прощать нужно, но правильно. Ты прощаешь ребенка, но ты ему объясняешь, что это неприемлемо. По какой причине. То есть ребенок должен знать, почему нельзя и почему нужно. И тогда ребенок делает с охотой все. Хадижа, что бы вы могли посоветовать молодым женщинам, которые
хотят решиться, но не решаются на усыновление и удочерение? А в первую очередь они должны просто сесть и подумать, хотят ли они этого. Почему? Большинство берут деток так, ради игрушки. Они не осознают на подсознательном уровне, они берут. Просто я знаю много случаев, когда брали маленьких деток, они подрастали и их возвращали. Такое возможно? Бывает. Почему? Потому что взрослые, у них деток нету, они берут деток, у них появляются свои детки, и, как вы сказали, грехи деток для них не являются грехами. Но когда тот повзрослевший уже малыш делает какие-то нехорошие вещи, они вместо того, чтобы его исправить, они его возвращают. То есть, беря ребенка, ты должен осознавать, что этот ребенок, он живой человек со своими недостатками, плюсами. Ты должен понимать и осознавать, что ты сам весь в недостатках, нежели в плюсах. Если ты это все реально осознаешь, то ты полюбишь этого ребенка душой, каждой клеточкой своего тела, сердцем, душой, разумом. Ты в нем души не будешь чаять, и точно так же он будет тебя любить и уважать. Без тебя вот он будет твоим хвостиком во всех смыслах. Есть притча, когда человек ждал пророка к себе в дом. Возможно, это был ангел. Бог должен был послать к нему благодать. И он целый день ждал, открывал ворота и не видел никого. И где-то под вечер пришел мимо нищий, весь в лохмотьях, грязный, и что-то хотел от хозяина дома. И тот прогнал его: иди, иди, я жду гостя. А может, даже несколько раз в течение дня приходил к нему. И каждый раз он его прогонял, потому что ждал, что к нему должен прийти пророк. И когда наступила ночь, он взмолился к Богу и сказал: «Господи, Ты обещал послать ко мне ангела, и не послал его. Почему Ты обманул меня?» Бог сказал: «Я приходил трижды в обличие». То есть он приходил трижды в обличие, но Ты ни разу не впустил его в свой дом. Я почему-то вот в разговоре с вами вспомнила, что есть такие люди, которым приходит благодать Божья. Она может приходить в виде сиротов, в виде друзей, знакомых, путников на дороге, в виде новых родственников. Но люди не замечают их, потому что они заняты слишком своими страстями какими-либо. Озабочены тем, чтобы побольше вот мирского себе как бы набрать. Да. Тогда, когда ты взял сироту искренне, это благо, оно приходит к тебе в дом. Твой дом реально озаряется, освещает. Я чувствую, мы еще приедем не один раз там в гости. Ну, насчет съемок не знаю, но я буду всегда рада вам. Хадиджа, спасибо вам большое. Я очень благодарна за те минуты, которые вы мне подарили. И вам спасибо. Если вы не против, пройдемте к вашим детям, покажем, какие у вас прекрасные детки.